Вы на канале Злой Кинглион. У меня здесь творческий, так сказать, беспорядок. Что мы сегодня будем делать? Мы будем, как всегда, есть. Я хотел приготовить, честно говоря, бургеры, показать вам типа бургеры по-корейски. Но слушайте, я не думал, что такая проблема будет найти вот эти булочки для бургеров. Серьезно, я объездил все крупные магазины и нифига не нашел. Нашел всякие уже с начинкой, там готовые всякие бургеры, полуфабрикаты и так далее. Но, блин, в Корее я не думал, что сложно будет найти вот именно булочки для бургеров. Вот, поэтому я взял пита, называется. Пита. Это что-то итальянское, да? Мы будем делать вот из такой. Так, для начала нам нужно, конечно, у нас 2 котлетосы есть уже готовы. Ну, в смысле, уже специально они сделаны под бургеры. Так, плитка у нас поднагрелась. Конечно, если у нас котлеты из говядины, значит, нам нужно сливочное масло 100%. Мы кладем сюда сливочное масло. Разворачиваем наши котлетосики. Еще нужно будет их, конечно, прижимать. Прижимать надо будет, чтобы они равномерно прожарились. Так. Пока попить. Я сейчас добавлю льда, как всегда. Я люблю вот такой напиток. Это не реклама, это просто вот я пью. Такой кокосовый с маленькими дольками кокосов. Но бренде беру, стоит что-то 1,5 чоника, что ли. Прикольный очень напиток. Кокосовое молоко с дольками кокоса. Главное их прижимать, чтобы они равномерно пожарились. Нам нужен будет соус, безусловно. Блин, топовое молоко. Так. Пока распакуем эту питу. Так, вот такая она, да, это пита. Наверное, надо ее сразу вскрыть. Или сначала обжарить, потом вскрыть. Блин, котлеты эти надо приплюснуть, это точно. Чем их О, у меня есть такая тарелочка. Сейчас мы этой тарелочкой и приплюснем. Главное, чтобы я ничего тут не перевернул.
Так, мы сполоснем, протрем. Вообще специально должна быть штука такая, да? Но тут же нагревается, конечно. Да, она металлическая, поэтому она тут же становится горячая. У нас есть, как всегда, грибочки. Так, соус. Соус. Вот такой у меня есть чипотл соус. Он такой кисленький, но это майонез с чили. Майонез с чили. Так, все, котлеты, в принципе, у нас уже готовы. Что у нас по хлебу? Так, теперь немного сюда кунжутного масла. Сахар. Вместо сахара я добавляю аллюлозу. Это как заменитель сахара такой безвредный. Немного аллюлозы. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Так, также что у нас есть здесь? Немного тофу. Мы должны вскрыть эту булочку. Она очень горячая. Надо было сразу ее вскрыть, конечно. Надо было ее сразу вскрыть. Так, ну и нам нужно еще раз ее обжарить. Еще добавим масло, я думаю, сюда. Теперь вот этой стороной мы должны ее обжарить. Так, котлетосы уже можно убирать. Котлетосы пока вот сюда выложим. Грибы отодвинем.
Еще поджарить хлеб. Так, остаток тофу у нас здесь есть. То есть мы целенаправленно не делаем каких-то бургеров. Мы просто опять делаем, что есть. Помидорка. Сыр, кстати, сыр чеддер. Пару-тройку надо. Пару-тройку чеддера сюда. Грибы, да, мне, кстати, корейцы сказали, что вот эти грибы, они вообще токсичные. И чтобы из них все вышло вот этот, нужно их хорошенько обжаривать. Либо варить, либо жарить. Так, теперь, думаю, мы бахаем сюда сыр, потому что хлеб очень горячий. Я думаю, сыр сейчас сразу же начнет таять. Сыра мы любим много, да? Мой кот там нашел что-то под холодильником и активно это пытается достать. Так, котлеты. Я бы тоже их разрубил бы, честно бы. Может, вот так их напополам. Так напополам. Уже можно собирать, в принципе, да, наш бургер. Вообще произвольно. Совершенно. Как вы видите, так и собирайте. Абсолютно произвольно. Листья салата у нас. Так, грибочки. Я грибочки сюда же, кстати, добавлю. Знаете еще что надо? Яичко. Да-да, вы не ослышались. Я хочу, чтобы здесь было еще яичко. Конечно, пока это нереально горячо. Четыре кусочки помидорка. Вот так. Так. Яичко мы немного, конечно, подсолим, я думаю. И все-таки надо, конечно, чтобы яйцо растеклось. Можно тофу сюда положить. Прямо в яйцо вот так. Пусть это все вот так даже растечется. Мы даже тофу
Тофу перемелем. Блин, это много. Это много. Еще соусом. Если это еще все полить соусом. То это будет вообще много. Я люблю зелень, я люблю лист салата. Как это все полить соусом? Скажите мне. Мы можем пропитать вот так всю булочку, в принципе, сверху. Здесь тоже нужно пропитать. Чтобы соус был максимально везде, да, везде распространился. Я должен это заснять на телефон. Only shit. Сейчас это все потечет. Мы закрываем это все. Это все начинает жутко течь. Whoa, that's crazy. О, мы что? Оу. Wow. It's really crazy. О, это реально вкусно. Правда, нужны перчатки. И тарелка, наверное.
Сочно. Сочно, мощно. Вот эти котлеты, вот эти для бургеров, которые уже были, вообще шедевральные. Я здесь поддерживаю. Соус, конечно же, весь на доске. Не весь. Ну. Это реально бомба. Я думал, будет перекус. Оказался полноценный такой ужин. Ну, классно. Поменьше надо, конечно, накладывать. Пита, вот этот хлеб, кстати, прикольный. Я редко ем хлеб. Это просто вот, чтобы для контента. Ее надо было изначально разрезать и просто на сухой сковороде немного вот обжарить. Тогда будет идеально. Всем спасибо, что были со мной. С вами был Злой Кинглион. Извините, что сегодня я как поросенок. Но это было вкусно. Всем пока-пока.